Привет, девы! Сегодня у вас расклад «Судьбоносная встреча» и перспективы новые посмотрим. Итак, давайте, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем. Все, что нужно, в закрепленном комментарии. Девы, девы. Первый у нас вопрос: какая судьбоносная встреча тебя ждет? Ну, слушай, тут интересно все. У тебя прям так карты сложились интересно. Знаешь, к тебе человек в твою жизнь ворвется. Причем он совершенно другой. То есть не из твоей вот этой обычной тусовки. И вот это будет мужчина, который живет так, как ты себе даже не позволяешь думать. То есть у него все легко, без вот этих вечных твоих «а вдруг, а правильно ли там, а что люди скажут, а что подумают». Он вот просто берет и делает. Вот примерно я тебе объясню, вот смотри. Захотел он в другом городе пожить, он взял и переехал. А у тебя же как? Ты же, как сказать, скрупулезно вот так вот думаешь, думаешь, думаешь. Например, захотел бизнес, какой-нибудь проект свой запустить. Запустил. То есть ему не нужно 100 раз обдумывать, взвешивать. Он живет вот по наитию. И при этом он не разваливается, а наоборот, у него все как-то вот складывается. Как будто вот судьба сама ему, как говорится, дорожку постелила, а он по ней идет. И с этим мужчиной ты познакомишься случайно. Через общих знакомых, какое-то мероприятие, где ты вообще не планировала ни с кем сближаться. Просто, как говорится, пришла по делу, ну или за компанию с подругой. И вот он окажется там и сразу с тобой общаться начнет. Причем открыто очень. Вот как тебе объяснить? Вот без игр, без намеков, вот прямо в лоб. Что-то личное будет спрашивать или предложит что-то спонтанно, типа: «А давай мы с тобой завтра там пойдем к совам». Ну, это я так, ну, такое вот спонтанно, к чему ты не привыкла. И ты вот сначала офигеешь от вот этой приматы, потому что ты привыкла ко всем вот этим, как сказать, вот этим вот протоколом приличия. Вот примерно вот так. Типа: «Как дела?» спрашивает, да? Хотя тебе пофигу, как дела. Вот примерно да заговорился. К такому ты привыкла. А он без вот этого. Но его энергия тебя вот зацепит именно тем, что он живой. Вот я не знаю, как объяснить вот это слово. Он, знаешь, как будто живет вне системы. Вот у тебя есть система. Дом, работа, за компанию пошла. Вот так вот у тебя. А он вне вот этой системы. То есть он вот, например, сидит и такой: «Блин, а не знай слетать там туда-то». И уже все, он с билетом стоит на посадку на самолет. То есть он вот такой вот, вне системы. Не выстроенный он, неправильный, а вот настоящий. И у него будут какие-то свои проекты, свои идеи. Он вообще вот человек действия. Он не любит вот эту жвачку жевать, обдумывание, понимаешь? Много двигается, много пробует, не боится косячить. И заново начинать тоже не боится. И для тебя это будет вот как необычный глоток воздуха. Потому что ты привыкла, все под контролем, живу по плану, действую по рельсам, да? И он покажет тебе совершенно другой формат жизни. Не через нравоучения вот эти, а просто своим примером. А встреча судьбоносная будет не потому, что он станет там твоим мужем или любовью всей твоей жизни, а потому что он вот взорвет твою картину мира. Просто покажет, что можно жить вообще по-другому. Ну, как сказать, вот смелей, что ли, свободней.
И вот это знакомство, оно станет точкой, после которой ты уже просто не сможешь жить так, как раньше жила, потому что ты увидишь вот эту, как сказать, жизнь за рамкой, что ли. Вот как объяснить, не знаю. То есть вот ты идешь по дороге, да, ничего не видишь, кроме дороги, а вот есть тропинка в лес, да? Ты по ней никогда бы не пошла, если бы вот этот человек, как говорится, тебе не показал, что можно и тропинка, можно и вообще без тропинки идти. Ну, я думаю, что ты поняла, я как мог объяснил. Чем эта встреча обернется для тебя? Ну, знаешь, этот человек, он приведет к тебя, знаешь, к очень трезвому пониманию, что все, что ты строила последние годы, оно на самом деле не твое. Ну вот как бы тебе это печально не было слышать, вот ты много вкладывала сил, да, там времени, денег в какую-то свою работу или в отношения и думала, что, ну, идешь к результату. А вот встреча с этим мужиком, она тебе покажет, что ты просто на месте топталась и себя убеждала, что это рост. А он будет тебе прямые вопросы задавать, на которые у тебя просто нормальных ответов не будет. Типа вот, знаешь, как вот, а зачем ты это делаешь, если тебе это не нравится? Вот примерно вот такие вопросы. Или там, а почему ты до сих пор на той работе, если, ну, уже год тебе там не нравится и ты жалуешься? И вот вроде простые вопросы, да, но они заставят тебя посмотреть на свою жизнь без вот этих розовых очков. Причем твои розовые очки, видела, наверное, как у лошадей есть такие штуки, я не знаю, как они называются, чтобы они только прямо смотрели. Ну, на скачках лошади. Вот у тебя как будто розовые очки вот с этими штуками, чтобы ты смотрела только на свою дорогу. А вот эти тропинки или там грибная полянка, там ягодная полянка, ты не видишь, ты видишь дорогу. И вот он сделает так, что ты без вот этой штуки, в общем, я не знаю, как она называется. Ты просто поймешь, что ты сидишь и ждешь урожая там, где семена, ну, вообще не прорастают. Может, это работа, где ты уже выгорел, да? И просто вот из страха держишься за это место. Ну, не из-за страха, а потому что так положено. Понимаешь? Отношения, где ты все тянешь одна, называешь это «мы строим будущее». Бизнес твой, ну, твой проект, в который ты когда-то влезла и теперь не знаешь, как выйти, потому что столько уже сил и денег вложено. И вот эта вот встреча, она обернется тем, что ты правду увидишь. И я не буду тебе лапшу на уши вешать, это правда будет неприятной. Ты просто осознаешь, что вот потратила кучу ресурса совершенно не туда. Но, что самое важное, это не конец, нет, это начало. Потому что, когда ты честно признаешь себе, что там что-то не работает, ты, наконец, сможешь это отпустить. То есть, вот знаешь, как перестать кормить мертвую лошадь, так говорят же. И направишь силу туда, где реально есть почва, где семечки прорастают. Он не будет, этот мужик, твоим спасителем, нет. Он, знаешь, он просто будет, вот как сказать, зеркалом, которое вот покажет тебе, как ты сама себя обманываешь. Понимаешь? Какой совет? Ну, совет простой. После этой встречи и после того, как ты увидишь всю правду про свою жизнь, про свою ситуацию, не сиди и не думай еще год. Бери и начинай делать по-новому. Причем делать руками реально, а не в голове вот эту жвачку жевать, планировать. Тебе нужно вложиться в новое дело или вот в новое направление, где ты будешь учиться с нуля. Курсы, обучение, новая специальность, новый формат работы. Вот что-то, где ты пока не эксперт, а вот как ученик. И это нормально. Ты же дева, ты привыкла быть профи во всем, что ты делаешь. Но сейчас тебе нужно разрешить себе побыть вот этим новичком.
Понимаешь? Вот вкладывай время каждый день, да, не жди момента идеального, не ищи гарантии, что все выстрелит. Просто начинай нарабатывать вот эту базу. То есть учись, практикуйся, ошибайся, потому что на ошибках учатся, да, исправляй свои ошибки. Это про деньги, про работу. Если, то ищи направление, где тебе реально будет интересно копаться в деталях. Какая-то вот ручная работа, может, вот аналитика, техническая тема. Главное, чтобы там был рост через труд, а не через счастливый случай. Понимаешь? И параллельно будь готова к тому, что результат он не сразу придет. Нет. Первые месяцы, они тяжелыми будут. Потому что ты будешь вкладывать больше, чем получать, а это сложненько. Но если ты не сдашься и будешь двигаться, как говорится, медленно, но верно, то есть медленно, но постоянно что-то делать, то к концу года, 2026 я имею в виду, у тебя уже будет новая опора. Понимаешь? То есть не строй воздушные замки в голове, строй реальную базу. И вот тогда вот эта судьбоносная встреча, она действительно поворотом станет, а не просто очередным разговором, после которого ничего не изменилось. И всегда помни, что дед с тобой рядом.